дорогие друзья, пользуясь случаем, я сел в 13-й троллейбус и с Докучаева сейчас мы выйдем на улице Дзержинского, бывший ныне Георгия Осаки, и посмотрим эту Магалу по мере возможностей. Вот контролер, сейчас мы спросим, если можно. Сейчас выхожу, если можно. Повтим, мерси. О, видите, вот за полцены меня довезут 2 остановки. Потому что, наверное, слабый маршрут. И талончика мне не дали. Сейчас развернем камеру, попробуем с ней выйти, потому что у меня одна рука занята, вы знаете. Так, вот 13-й троллейбус. Мы сейчас с Докучаева поворачиваем влево на Дзержинского, и сразу будет остановочка. Я здесь когда-то жил, там далеко сзади на Ломоносова. Кто в курсе, кто с телецентра, всем большой привет. Вот здесь вход в художественный фонд. И здесь, если помните, вот видите, легуми, фрукты, вот сейчас человек открывает, начинает работу. И вот там вот есть магазинчик с терраской на той стороне. Мы пойдем туда и выпьем там кофе. И вот остановка. Сейчас я приготовлюсь, чтобы случайно не разбить камеру. Так. Вот я уже встал. Вот остановка. Так, у нас вроде пока все получается. Опа. Вот остановка Докучаева. И здесь ниже остановки сразу. Сейчас пойдем посмотрим. Вот было кафе. Ему 1000. Этому кафе 1000 лет. А его вообще, видите, загородили. И, наверное, его будут сносить. Ай-яй-яй, какая жалость. А мы когда здесь жили, это такое легендарное место. Это кафешка. Старая такая кафешечка на этой улице. Ай-яй-яй-яй-яй. Нету. Ё-моё. Очень жаль. И залепят какую-то фигню же, я уверен. Так жалко. Еще совсем недавно, пару лет назад она функционировала. Вот улица Дзержинского, ныне Осаки. Тут локация примерно та же самая. Я когда жил на Ломоносова, иногда сюда выходил. Но больше всего, конечно, я прибывал сюда. Из центра или с Бояка. И потом через дворы шел на Ломоносова. Здесь был магазин когда-то, гастроном. А сейчас кто умеет читать, да будет осведомлен. Фармачия. Твою дивизию. Я только что сел на остановке, где фармачия. Вышел на остановке, где аптека. Капец. Как удержаться? И вот напротив Classic Dent. На вот этих вот названий с окончанием Dent просто какое-то изобилие непонятное. Вот это дом 52-й. Улица Дзержинского, дом 52. Вот на углу, где Майком, там раньше что-то было лет 15 назад. Серебро-золото. Вот по диагонали видим художественный фонд. Мне всегда нравилась эта локация. Очень было мило. Тут постоянно торговали на тротуаре бабушки чем-то вот на этом тротуаре. Вот как сейчас видите, там такой мини-магазинчик. Фрукты, легуми, овощи, фрукты. Парикмахерский здесь когда-то стригся тоже. Сейчас, вы знаете, ваш автор стригется на Ботанике, на улице Старого Пугачева, перекрестке, потому что там его мастер. Я консерватор и приверженец вот всяких традиций. Знаете, вот я 8 лет стригусь у одного мастера. Сейчас вот вы узнаете цены
25 лей виноград. Евро, к примеру, образно 20 лей. Вот груши по 1 евро. Виноград 30 лей, 25 лей. Яблоки по 12. А мы с Юрой брали почем? По 5 на оптовке. А сливы 15 и 20, судя по тому, что они более спелые. Некондиционный виноград 5. Айва 15. Арбузы 3. 50. Я озвучиваю цены. Кому что, останавливайте. Стоп-кадр. 35 лей помидоры. Идем дальше. Добрый день. Идем дальше. Вот я поздоровался с продавщицей. Люблю всех приветствовать, даже когда не знаю. Такая сельская традиция такая, очень даже хорошая. Потому что у меня в доме новые же там жильцы есть, квартиранты. Так вот у них городская какая-то традиция. Ни хера не здороваться, даже имен их не знаю. А вот в селе были у Шурика, Царство Небесное. Там все Боназива, здрасте, так приятно. Был в Закарпатье, там тоже в селе все здороваются. И потом скажите, где культура выше, в селе или в городе? Мне кажется, что в селе культура выше намного. Вот мой бывший любимый желтый магазин, видите, вот фасад такой желтенький. Мы больше 15 лет, он все такой же желто-бежевый. И тут раньше стояли столики, сейчас их нету. А вот это вот кафешка, вот я в тот раз был, тут был столик. Можно было, не один столик даже, можно было присесть. Сейчас смотрю, что-то нифига нету. А мы хотели выпить кофе сидя. Ай-яй-яй, это очень даже не романтично и неудобно. Так, что у нас по времени? 7 минут. Сейчас зайдем, там не будем снимать. А вот вам поснимаю тротуар, пользуясь случаем. И фасад художественного фонда бывшего, не знаю, наверное, и сейчас есть там мастерские. Мы сюда ходили, покупали краски, кисти, холсты, бумагу, картон, пастель и так далее. И тому подобное. Растворители всякие, закрепители там. Ну, кто в теме, кто учился на художественных факультетах, тот знает, кто занимался в художественной школе, знает, там пихтовое масло всякое, там растворители для масла. Ну, акварель — это вода. Так, сейчас скоро продолжим. Вот в этом милом месте я подошел, и очень любезная девушка, она говорит: а мы убрали столики, потому что холодно. Хотя, не знаю, прекрасная погода, осенняя, знаете, не холодно, не жарко, но будет похолодало. Но девушка очень любезная, я сейчас вам покажу. Она мне, хотя здесь на вынос нету, так, а где? Вот мой кофе, видите? Мне вынесли кофе. Она сначала вышла и спросила меня: а сколько вам сахара? Я говорю: если у вас пакетики, один пакетик. И она мне кинула и принесла. Я говорю: ой, вы так любезны. Она говорит: пожалуйста, пожалуйста. Говорит, только говорит, размешайте сахарок. Ну, просто очень приятно, очень приятно. Вот видите, как мы сейчас снимаем с низкой точки. Здесь вот этот наш кишиневский телецентровский кофе. Один мой товарищ Юра, таксист, он есть в ролике про Васиены, он там рассказывает про котлет. Так он этот микрорайон называет телек. Не телецентр, а телек. Прикольно, такой жаргон. И вот мы сейчас сидим на Дзержинского до Кучаева перекрестке. Наслаждаемся погодой, лицезреем знакомые места и передаем вам, как всегда, теплый, сердечный привет с родины. Вот 24-й троллейбус, если помните, он двигается по... Как он двигается? На Чеканы. Да, на Чеканы он двигается. Да. Вот очень хороший район, мне очень нравилось. Очень спокойно здесь. Мило. Люди добрые. Как и везде. В Кишиневе, Молдове и других городах бывшего Советского Союза и ближайшего зарубежья, так скажем. Да.
Вот вам сниму этот барчик маленький. Он как бы пивной, и девушка говорит, а у нас типа контингент после работы приходит. Вот когда надо приходить после работы. И сидят типа внутри, выходят курить вот сюда, на эту площадку. Да. А это вот так вот. Сзади там тоже вот парапетик, там люди сидят, отдыхают. А мы здесь с вами. Передаю вам привет. Привет из Кишинева. И сейчас разверну камеру, еще поснимаю вам перекресток. Вот мне нравится там та вот локация, где Докучаева. Как бы стыкуется с Дзержинского. Вот там вот тот дом красивый, трехэтажный. Вот эти старые советские дома. Вот и здесь вот с правой стороны тоже. Здесь у нас получается тоже трехэтажка. Вот мы сидим возле трехэтажки. Вот она здесь трехэтажка. Вот она, видите? Ну, нижний этаж, он как бы цокольный такой. И вот та трехэтажка тоже, вот где мы проходили с вами, где смотрели цены на овощи, фрукты, парикмахерские. Вот там тоже трехэтажка с цокольным этажом. В цоколе разместились, вы видели, да, там всякие парикмахерские. Вот еще один 24-й троллейбус проехал. Душевный вам привет, дорогие друзья, из родного Кишинева. С наилучшими пожеланиями настроения, здоровья, счастья, успехов в труде, семейного благополучия, настроения. И любите друг друга, делайте добро друг другу, родным, близким, друзьям, всегда, когда это возможно. А это возможно всегда. И вот еще напоследок маленький вам совет, когда вот у вас бывают какие-то маленькие там недоразумения, недомолвки, легкие конфликты с друзьями. Старайтесь при анализе этой ситуации вспомнить хорошие и добрые дела ваших друзей, товарищей, родных. Ведь они же не всегда были плохими, или там не всегда, не всю жизнь вас обижали. Не зря вы родственники, друзья или товарищи. И есть поговорка: каждый хочет быть счастлив, и каждый хочет быть счастлив по-своему. И не всегда бывают эти желания, то есть достижение этих желаний правильным. Бывают ошибки. Учитесь прощать и мусольте хорошие дела ваших друзей и товарищей и родных. Вспоминайте хорошие дела. Я так поступаю, что мне тоже бывает. Я же, все одинаковые, святых нету. И я вот стараюсь вспоминать хорошие и добрые дела моих друзей. И когда я это делаю, на душе становится легко и спокойно. Не думайте о плохом. И не дай Бог, не делайте, не допускайте мысли даже о какой-то мести, отмщении, возмездии каком-то, потому что это не ваша прерогатива, это прерогатива и право только нашего Господа Бога. Он только может наказывать, судить. Там мы не имеем права, потому что мы все его дети, и он выше нас. И мы не имеем права брать на себя его полномочия никак. Вот на этом я хочу закончить вот этот репортаж. Не сегодняшний. Сегодня, может быть, еще поснимаем что-то именно отсюда, с телецентра, с перекрестка Докучаева и Дзержинского. Вот двоечка, троллейбус, который идет, если вы помните, он всегда шел по кругу. Вот по Пушкина, по Садовой, по Пушкина он спускается, идет по Ленина и делает кружок через Ботанику и опять возвращается под Дзержинского. Круговой такой маршрутик. Их очень много, этих двоек. Десятка идет на Рожкановку, вы знаете, как и ходила. Ну, вот так вот. Всем привет. Теплый привет. Обнимаю вас и желаю приятного дня, вечера, утра, когда вы будете смотреть этот ролик, чтобы вы получали удовольствие и наслаждение. С вами был канал Кишинев Молдова и ее автор, оператор, продюсер и так далее Эдик. Мой Facebook и Одноклассники на главной картинке канала
на компьютере, они видны, вот эта шапка. Там есть кнопочки с правой стороны на главной картинке. Кнопочка Одноклассники, Facebook, также донаты. И все это есть в описании канала и в описании под каждым роликом. До новых встреч, дорогие друзья. Ларри Видери. Chișinău, ruca din soare, mândru pe pegașul tău, n-ai asemănare. Ridicat în mii de stele, pare un bătrân poveste, și ești sediul vieții mele, de avânturi tinere. Te salut, Chișinău, îi simt iubirea, că să-ți în petul meu în toată strălucirea. Te salut, Chișinău, inimi de